Здравствуйте, друзья! Слушайте и смотрите канал Влог 360! Ухилян бежал в Европу, поднял пыль до облаков. Дамы и господа, честнолюд, всем салют, други-недруги. Рад вас приветствовать на канале Влог 360. Няйн, недругов нет, не рад я видеть, но все же. Пожелаю вам всем добра. Добра надо желать всем. Не будьте такими злыми. Для тех, кто не знал, меня зовут Сергей. Я являюсь автором не только этого канала, но этих обоих. Вы видите справа от себя два QR-кода. Также найдете вы ссылки все в описании. Это мой влоговый музыкальный канал. Добро пожаловать. И который код сейчас вы видите, это мой телеграм-канал, который был создан специально для этого YouTube-канала, чтобы могли поделиться своим мнением. Где-то вы стали свидетелем, прислать ссылку на ролик, и мы снимем свой кролик на ваш ролик. Или на ваш кролик ролик. Ну, как-то так. В общем, что-нибудь бацаем, сделаем. Адекватным людям добро пожаловать. Ну и что? Теперь мы снимем, покажем, нет, вернее, снимем, да, снимем, я сниму. Для вас, для тех, кто не знал, да, мой контент базируется на том, я ищу на различных соцплатформах высказывания, ролики, как они сами себя снимают, жрут на камеру, ну и еще что-то, в общем, возмущение о других людях, о себе. Негатив, позитив, делаю нарезку, разбираю, показываю вам, вы комментируете. Да, это мой контент. И я сейчас вам покажу нарезочку. По названию и превью ролика вы уже догадались, о чем пойдет речь. Конечно же. Первый ролик будет у нас такой очень интересный. Давайте послушаем сначала. Так радуюсь, что так много украинцев уже побывали во всех уголках Европы. Зашла я на букинге посмотреть там определенные отели в определенных городах в Испании. Читаю, а там только украинские флаги. Там они были. Думаю, боже, вот спасибо, я не знаю даже чему. Так круто, что так много украинцев уже побывали по всей Европе. Я просто помню, что когда-то для меня это было какой-то, я не знаю, вау, какой-то другой мир, в который никогда не попаду. А сейчас у людей открылись возможности, и слава Богу. И пусть увидят, как люди должны жить, и пусть начнут себя ценить больше, и пусть стремятся к чему-то, потому что человек, который ничего в жизни не видел, ему ни к чему стремится. Что, не так? Сколько радости-то, посмотрите, да? Предоставилась возможность посмотреть мир. Но только не таким способом. А сколько радости-то, да? Тут трудно сказать, в принципе, да, чему она радуется-то. Из-за чего они все уехали-то в Европу. И вот они еще говорят, мы бежали не от бедности. С какой радостью, да, они все это рассказывают. Но я подвел вас сейчас к тому, радость-то это хорошо, но пока они все в Европе, народ переселяется, идет глобальное переселение. И вот я тут получил такой комментарий, клень-клень, вы видите, да? Я вам почитаю. Почему бы тебе не рассказать о беженцах с Востока? Шо, кишка тонка? Ведь можно отхватить и в шнауце. Ну, по-немецки, оказывается, еще разговаривать, не знаю, он это или она. Артур Аганян, ну, выучил немецкий язык. Или женщинам ведь проще бороться, тошнит от тебя. Ну, окей, если тошнит, ходи в туалет, промой желудок, будет хорошо все. Я ни с кем не борюсь, мне этого не надо. Я показываю поведение гостей, вот. Ну, а говоришь о беженцах с Востока. Да, я покажу. Вот смотрите, как возмущаются теперь гости о беженцах с Востока. Вот, сейчас мы посмотрим. Значит, индейцу вы платите $800, бесплатное жилье, бесплатная еда. Это примерно 35 тысяч гривен. Ах, я забыл сказать, да, беженцы с Востока, которые едут на Украину. Да, вот к этому я хотел подвести. Это же тоже беженцы с Востока, правильно? Слушаем. А украинскому военному вы платите 23 тысячи гривен. Сколько это в долларах? Не знаю, переведите, напишите в комментариях. И у меня вопрос, какого хера вы платите индийцу $800, а украинцу 200, да, или сколько это долларов? При том, что наши военные каждый день рискуют своей жизнью. Я думаю, он справедливо задает этот вопрос, но есть маленькое но, а может и большое даже но. Если бы он этот вопрос задавал, проживая на Украине. Вот пошел бы в власть, ну или в ТЦК подошел, или к кому-нибудь, и спросил, почему это так.
Это было бы-то справедливо. Правильный вопрос, правильно он задал, да. Но только он не с той стороны он задал, надо было задавать там, проживая там, у себя на родине. А эти работают где-то там в Ивано-Франковске, например, да, кладут дороги. Так может мы как-то, не знаю, поменяем их местами? То есть. Идея шикарная, меняйтесь местами. Они сюда, вы туда. Согласны? Напишите в комментариях, как вы смотрите на это. То получается, что у индийца намного больше прав, чем у украинца. То есть его не мобилизируют, потому что он как бы гражданин другой страны. Он работает в безопасной области, где-то там во Львове, Ивано-Франковске, да, куда там редко прилетает. Он получает намного больше зарплату. То получается индийцам быть намного выгоднее, чем украинцам? Или дайте мне ответы на вот эти вот вопросы, пожалуйста. Напишите в комментариях и дайте им ответы, пускай почитают, кем быть выгодней. Это его слова, его цитата, да, индийцам или украинцам. Возмущению нет предела. Смотрите, и вот еще товарищ очень возмущается. Украинцы это что, второй сорт, а палестинцы и пакистанцы это первые или как? И вот, ребят, смотрите, ролик сейчас посмотрите, пожалуйста, и потом я дальше договорю. В Германии нормально, и в Украине будет нормально. Вот таких вот понаезжало миллионы. Видели, да, и в Германии очень много, в Европе их очень много с разных стран. Да, да. Он прав. В Европе тоже много, их везде много. Да? Большое глобальное переселение идет. Но опять же, вы заметили, что этот товарищ, персонаж возмущается не из Украины, а из Германии он возмущается. А теперь еще и в Украину хотят завести. Но у нас в Германии, сейчас в Германии экономика У нас в Германии, окей. 1000 раз выше, чем в Украине. А вы хотите, чтобы у нас в Украине зарабатывали 10 тысяч 15 гривен, а для всех палестинцев и так далее, индусов зарплата минимум 35 тысяч? Вы-то меня извини. А что это за разделение наций? 5 миллионов человек хотите завести в Украину? Да, никто ничего не хочет, просто уже завозят. Это уже в действии все функционирует. Переселение идет. То сегодня украинец зарабатывает до 15 тысяч гривен, а у него минимальная должна быть зарплата у этого палестинца 35 тысяч. Скажите, это вы что, реально потужные такие? Вы что, действительно не соображаете, что происходит? Ребята, поднимайтесь, что-то делайте, потому что это реальный вообще просто какой-то бред. К чему вы это все? Как это вы так правите? Как это вы так разделяете народ? Что это за бред такой? Или я что-то не понимаю? Объясните мне, напишите в комментарии. Может, я что-то не догоняю просто? Обязательно напишите в комментариях, да, может что-то не догоняет, как это все функционирует и работает. Ну, вы мне только, пожалуйста, напишите в комментариях. Да, пишите комментарии, будьте адекватными и конструктивными. Не ругайтесь, да, желайте всем добра. Вот я вам скажу, не надо так это говна на вентилятор кидать, не надо. Будьте добрыми, и добро вам вернется. Ну вот сейчас еще крайний ролик я вам покажу. В этом ролике будет крайний ролик. Тоже, кстати, очень интересный. Возмущению нет предела. Но перед этим Cargo-In доставит и растаможит ваш груз по всему миру. Америка, Европа, страны СНГ, включая РФ. Быстро, без заморочек. Адреса, электронная почта, телефоны найдете ниже, ссылки в описании. Смотрим. Оскорбляли? Індусом називали? Ха-ха-ха! 2 минути, брат, вже їде. Що там? Ха-ха-ха! Ну, зараз ми подивимося, хто буде хі-ха-хакать. Ну и вот, ребятки, посмотрим, кто будет хихахакать. Кто будет хихахакать. Ну вы напишите, господа хорошие, также напишите, кто на Украине проживает. Я знаю, смотрят меня из Украины, да, с разных стран смотрят. Правда, вы заметили такое? Ну да, то, что я эту информацию собираю все в интернете. Кто-то же вас проживает там и видит, наверное, правда, то, что завозят столько много беженцев с Востока. Да, пишите, пишите. Очень интересно будет почитать, подискутировать с вами на различные темы, не только на эти. А чтобы на различные темы дискутировать, Клин-Клин, телеграм-канал. Добро пожаловать. Ну и спасибо, что досмотрели ролик до конца. Не забываем подписаться на канал, активировать колокольчик. Клин-Клин, чтобы не пропустить следующий выпуск. Добра, удачи!